Опа-оп. И что у нас тут? А это у нас Motorola G24. Ну, давайте посмотрим, что это за бюджетник. Привет всем, вы на канале KitaiQX, и у нас очередной обзор, как я обещал, на Motorola G24. Озвучиваю я эти видео практически все в один день. Почему? Да потому что так получилось. Motorola G24 приходит у нас в очень плохой коробке, вот такой вот синей. Мне не нравится, если честно, это, вот знаете, Motorola лет 10 назад, вот реально выпускались в таких синих коробках. Я вот до сих пор помню, как приходит эта кнопочная Motorola, вот примерно такая вот коробка. Дешевая, тонкая, вообще ни о чем. Кстати, если H40, H50 у нас приходит в такой плотной, дорогой картонной коробке, его открываешь, он пахнет духами, эти не пахнут ничем. Motorola G24 это бюджетник, который стоит у нас в среднем $120, и он просто бюджетник. Но бюджетник довольно хороший. За $120 вы получаете краткие технические характеристики. Дисплей 656 IPS 1620 на 720 269 ppi. 90 Гц, на минуточку, 90 Гц Motorola бюджетный за $120. Может, даже можно взять и дешевле. Процессор получаем Helio G85, графика Mali G52 MC2, оперативной памяти 4 гигабайта, основной памяти 128. У нас на борту есть 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5 поколения, NFC, то есть полный набор. Даже NFC мы получаем за такие деньги. Представляете, 3,5 мм джек, можно поставлять наушники, потому что в H50 и в H40 этого не было. Обзоры, кстати, вот вы видите в верхнем правом углу подсказки на H40, H50. H40 у нас такой где-то примерно $350, H50 у нас примерно $450. Основная камера, что у нас по основной камере в этом телефоне в Moto G24, это 50 мегапикселей и 2 мегапикселя. Передняя 8 мегапикселей, батареечка у нас на 5000 мАч, зарядочка 20 Вт, на борту 14 Android. Размеры телефона 163-75 на 8 толщиною и вес 180 грамм. Довольно неплохое устройство. Давайте теперь перейдем к нормальному обзору. Я вам рассказал характеристики. В комплектации у нас есть зарядка на 20 Вт, кабель Type-C, в принципе неплохо. Также у нас есть инструкция, скрепочка, шнур, чехол и все. Дизайн и эргономика. Телефон, в принципе, выглядит хорошо, я не скажу. Вот так берете его в руку, прям сидит классно. Цвета корпуса просто мне вот понравились. Я не знаю, вот этот вот, у меня в данный момент 3 цвета в наличии, как вы видите. И просто эти цвета переливаются, просто классные. Ага, мне очень нравится. Я не знаю. Дизайн прям бомбический. За свои 100 чем-то долларов это просто круто. Защита от влаги нету IP52, то есть топить его лучше не топить, рамки большие, края не закругленные, ну кому-то это и нравится. Ну, короче, это такой простенький телефон, можно сказать, звонилочка, можно какие-то игры там поиграть, но это мы дальше тоже посмотрим. Управление у нас справа 2 кнопочки регулировки громкости и отпечаток с кнопкой выключения, все в одном, то есть как и в принципе в бюджетных телефонах. Спереди у нас фронталочка, сзади у нас 2 модуля основных камер, динамик, есть стерео, но звука не хватает. Хотелось бы пожестче, погромче, но тем не менее за свои деньги неплохо и даже басит. С левой стороны у нас находится лоток для сим-карт и карты памяти. То есть сюда можно вальнуть прям 2 сим-карты и microSD-шку до 512 гигабайт, то есть полный слот, и это круто. Теперь давайте поговорим немножко больше о дисплее. Дисплей, как я и говорил, 656 с разрешением 1612 на 720, 90 Гц, IPS довольно хороший. Шрифт довольно неплохой по размеру, потому что, вот, например, в H50, в H40 шрифт реально маленький, ну его там можно подправить, в принципе, в настройках. Тут как бы тоже. Также, в принципе, тут есть настройки природный, яскравый, но в бюджетном телефоне настроек по этим всем параметрам меньше. Но тут экран 90 Гц, и это круто. Он плавненький, он работает, есть микрофризы, но что хотеть за $100 с таким процессором. А теперь давайте еще вам покажу, вот так вот выглядит экран, и вот тест звука, как мы и делали в предыдущих своих обзорах.
камерам. По камерам вы тоже сейчас все видите. Фронталочка и два, так скажем, основных. Основные 50 мегапикселей, 2 мегапикселя это макрокамера и фронталочка 8 мегапикселей. Камеры это у нас, ну прям тут они есть, они фотают, они снимают видео довольно неплохо. Главный модуль 50 мегапикселей делает при хорошем освещении хорошие фотографии. При плохом освещении, ну такие себе фотографии. Конечно, до топовых смартфонов, да даже до H40 им расти и расти с ихними камерами. Но как бы они есть, они фотографируют и хорошо. Фронталочка тоже посредственного качества, тоже она как бы снимает ночные фотографии. Как бы и основная так себе делает, и фронталка так себе делает, много шумов. Снимают видео они в 30 кадров Full HD, что-та камера. Стабилизация слабенькая, она есть, но трясется. Сейчас вы видите пример. Ну, снимаю я в данный момент все вот тут у себя, так сказать, в студии. Итак, значит, тест видеосъемки. Вот так вот, если брать с моего ракурса. Обзор я снимаю на Motorola H40. Вот так вот работает камера на Motorola G24. Ну, довольно неплохо за свою ценовую категорию, скажем так. Если вот так на свет, в принципе, отрабатывает. С такой камерой даже можно неплохо какие-нибудь вложики поснимать на какой-нибудь Инстаграм, да? Ну, в принципе, неплохо. Вот так вот снимает у нас фронталочка. Те же самые Full HD 30 кадров. Как вы можете понять, специально вот на свет, назад. Такое чувство, как будто камеры плюс-минус одинаковые, что фронталка, что основная. Ну и звук. Как вы слышите, пишет звук. Что у нас по производительности в Motorola G24? Вон тут она набирает 260 тысяч баллов, ну как бы ни о чем, да, тут MediaTek Helio G85, слабенький процессор, но тем не менее имеет место быть. Греется телефон не сильно, трокинга в принципе нету, в принципе хорошо работает процессор, можно даже поиграть в некоторые игры, и тем не менее он хорошо себя будет даже вести при этом. Ну конечно не на максимальных там параметрах, да. В принципе, не игровой телефон, что мы с него и хотим. Можно расширить оперативную память до 6 гигабайт, у него встроен идет 4, можно сделать 6. В принципе, это сейчас вообще во всех телефонах EVH50, там вообще 24 можно сделать. Ой, за свои деньги G24 работает очень неплохо. Не сказать, что прям игровой смартфон, да, там, не знаю, камерафон. Это обычный смартфон, чтобы можно было, там, не знаю, посидеть в соцсетях. Особо вы на него там какие-то крутые фотографии не получите, особо в мощные игры вы не поиграете. Но, тем не менее, телефон работает на Android 14, сбалансированный, классный, работает шустро. Сказать, что у него какие-то там проблемы, нет. Скажу только одно. Сейчас, когда вы его включаете, он начинает обновляться, и вам надо, наверное, час ждать, пока обновится. Тогда он не будет глючить. Потому что, как только вы его включаете, он начинает обновляться, он начинает глючить, как не в себя. Вообще, им пользоваться просто нереально. Когда он полностью обновился, все работает стабильненько, плавненько, 90 Гц отрабатывает, претензий к этому нету. Что у нас по автономности? Как я и говорил, тут зарядка 20 Вт, аккумулятор у нас на 5000 мА и время работы прям хорошее, около 9,5 часов. То есть прям мне понравилось. Претензий вообще никаких, я вам скажу. 10 часов, в принципе, активной работы, на нем можно вытянуть спокойно и при этом даже поиграть в игры. Если просто будете играть в игры, то где-то часов, наверное, 6-7 выдержит. Короче, на день работы спокойненько хватает. Ну, я имею в виду на день пользования. Заряжается на 20-ваттной зарядке, ну, конечно, не очень. Что я могу сказать в итоге? Телефон красивый, телефон сделанный хорошо, не скрипит, держит аккумулятор хорошо долго, IPS-экран неплохого качества. Кстати, от модели до модели может быть разный немного экран. Как вы видите вот сейчас на фотке, чуть-чуть цветовая гамма отличается. Одни экраны могут быть холоднее, другие немного теплее. Но, тем не менее, за $120 телефон получился прям хороший. Это не игровой, это не камерафон, но он хороший, его можно брать, там, не знаю, маме, папе, бабушке, детям, как телефон, посидеть в соцсетях, вам с головой хватит. А вы были на канале Китай QX, не забываем за подписочку, можете спонсорство, если вас что-то интересует, пишите в комментариях, на все буду отвечать. До новых встреч!